Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня дошла очередь наконец-то у нас до тигра. Закончим его сегодня наконец-то уже собирать. Присылайте фотографии, немного меня опередили, кто уже собрал тигра и полностью его доделал. Ну и, конечно, я тут немножко подзатянула с отпуском, с поездками в Сочи. И так вам видео не сняла до сегодняшнего дня. Немного не так собираете игрушки. Вот у нас туловище такое получается, и вот голова. То есть у нас здесь оставлено количество петель одинаковое. Нам теперь нужно их вместе соединить. То есть не так у нас соединяется, не как-то либо еще. Вот за эти петельки мы цепляем ниточкой, которую оставили для головы. Давайте я сейчас буду все это собирать, и вы посмотрите. Если какие-то вопросы будут, то вы мне еще об этом напишите. Я постараюсь вам в комментариях помочь, либо же тогда сниму еще дополнительное видео. И будем с вами еще делать воротничок. Как я уже определилась в первом видео, это будет вот из такой вот пряжи. Но давайте сейчас я соберу, пришью голову, и тогда уже с вами приступим к воротничку. Некоторые моменты буду пояснять, а некоторые просто ускорю. Так, наверное, я возьму швейную иголочку толстую. Так, это у нас получается задняя сторона. Вот так мы ее прикладываем. Находим нужные петельки. Так, вот так у нас должна быть голова посерединке. Смотрим, где у нас выходит ниточка. Здесь находим нужные нам петельки. Вот, в принципе, где мы закончили с вами, вот здесь вот у нас соединительная петля. Сюда можем выводить крючок. И теперь по очереди вдеваем иглу в петельки на теле и в петельки на голове.
Итак, все, смотрите, голову я пришила. Теперь нам нужно связать ему воротничок. Автор говорит, что нужно набрать 23 воздушные петли. Давайте их наберем, и если вдруг будет много или мало, там убавим или добавим. Вот такая получилась у меня цепочка из 23 воздушных петель. Давайте сейчас мы ее примерим. Так. Ну вот, смотрите, мы начнем вязание дальше с 4 петли от крючка. 3, 4. Ну, в принципе, да, должно подойти, но это будет совсем впритык. Я думаю, что я пару петель еще наберу лишних. Вы для себя смотрите, потому что у вас может быть другая пряжа. У меня Ернар джинс, но даже в зависимости от цвета он может быть немного плотнее, либо не то что плотнее, ниточки либо толще, либо тоньше. Так, вот мы набрали нужную нам длину цепочки. И теперь, начиная с 4 от крючка, давайте отсчитаем. 1, 2, 3, 4. Вот в эту петлю мы начинаем провязывать столбики с одним накидом. И в каждую петлю мы вяжем по 3 столбика. В эту же вяжу второй столбик. И в эту же петлю еще один столбик. Провязали 3 столбика с накидом в одну петлю. Дальше делаем снова накид, переходим к следующей петле. И сюда провязываем также 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй столбик, третий, делаем накид, находим следующую непровязанную петлю и в нее также провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И так нам нужно провязать до конца этой цепочки, в каждую петлю провязывая по 3 столбика с одним накидом. Он будет у нас такой кудрявенький, потом закручиваться, но нам этот эффект и нужен. Давайте довяжем до конца и потом покажу, как его соединить на шее. Итак, я довязала эту цепочку, у меня получился вот такой воротничок. Сейчас эту рабочую нить, которую мы вязали, мы отрезаем подлиннее, чтобы было нам удобно пришивать концы этого воротничка. И у нас остается еще вот этот хвостик, который мы с вами оставили, когда набирали цепочку. Этот хвостик я также прячу под вязание. Вот так продену иголку, вставляю хвостик. Вставляю, он не вставляется. Вот так. И продеваю его сюда под этими петельками. И остаток обрезаем. Все, тот кончик мы спрятали. Сейчас у нас остался вот этот. Также его вставляем в иголочку. Нам его нужно пришить вокруг шеи нашего тигренка. Вот так аккуратненько его распрямляем, чтобы он был не перекрученный. Находим 2 кончика. Заводим вокруг шеи. И теперь нам нужно эти 2 конца соединить. Просто их сшиваем. Сделаем несколько стежков для надежности.
Все, воротничок мы соединили. Теперь надежно пришит. И остаток этой ниточки также увожу в вязание. Так вот прокалываю на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны за столбиками немного проведу назад. И можно обрезать. Все. Воротничок готов. И готов наш тигренок. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, либо пишите мне на WhatsApp, попробую вам помочь обязательно. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео в соцсетях, пусть посмотрят ваши знакомые, вдруг кому-то тоже будет интересно. Но я благодарю вас за просмотр и жду вас в следующих своих видео. Пока-пока!